Президента выгоняют из страны, политическая встряска и конец надежде на помощь. Новые фамилии в списке Эпштейна. Кто попадает под подозрение, вы удивитесь, когда узнаете. Прямой приказ Зеленского: вторжение на западные рубежи страны. Неужели политическое напряжение с Будапештом вышло на уровень военной агрессии? Экстренные меры спецслужбы подняты по тревоге, и еще 2 страны НАТО подверглись атаке Москвы. Каким будет ответ Альянса? Эти и другие самые главные события субботнего вечера 27 сентября. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Еще 2 страны НАТО получили в своем небе российские дроны. Беспилотники добрались до военных баз Швеции. Ночью над Карлскруной, где базируется флот страны, в небе заметили крупные беспилотники с мигающими огнями. Те самые, что уже видели над Данией и Норвегией. 2 дрона с зелеными и красными вспышками зафиксированы над островами Стуркьо и Тюркьо, прямо вблизи главной базы ВМС Швеции. Над севером Германии, недалеко от границы с Данией, тоже снова кружат дроны. Министры говорят о шпионаже, военной о диверсиях, спецслужбы о кораблях под чужим флагом. А канцлер Мерц признает: Германия больше не живет в мире. Сразу несколько неопознанных БПЛА были замечены в небе над федеральной землей Шлезвиг-Гольштейн в ночь на 26 сентября. МВД региона подтверждает, счет таким инцидентам уже идет на десятки, и дело не ограничивается одним регионом. Полиция усиливает защиту стратегических объектов, а с правительством и Бундесвером идет экстренное согласование мер. Власти официально рассматривают версии шпионажа и диверсий. Мы пока не можем сказать о количестве, поскольку расследование только начинается. Мы можем только отметить, что полиция делает все возможное, чтобы ситуация в Шлезвиг-Гольштейне оставалась такой же спокойной, как и в последние недели, по крайней мере, в плане дронов. Рядом в Дании та же картина. Неопознанные дроны пролетали над 4 аэропортами, включая Копенгаген, и приближались к военным базам. Некоторые объекты временно закрывались, но ни один дрон сбить не удалось. В воздухе техника, на земле растущая тревога. Министр юстиции Дании говорит о гибридной атаке, а эксперты уверены почти наверняка: за ней стоит Москва. Основной смысл гибридных атак почти всегда заключается в том, что исполнитель хочет сохранить так называемое правдоподобное отрицание. То есть сигнал должен быть достаточно очевидным, чтобы все понимали, откуда он исходит. При этом исполнитель хочет иметь возможность сказать: «Докажите», или «Это были не мы». Мы должны исходить из того, что эти атаки исходят от России. В Германии эти сигналы читают давно, только за первые месяцы 2025-го зафиксировано 536 пролетов дронов над военными и инфраструктурными объектами. Расследования спецслужб ведут к морю. Немецкие СМИ писали о кораблях с российскими экипажами, дрейфующих у военных портов в момент пролетов. Один из них, HEV Dolphin, якобы запускал дроны прямо с борта, стоя на якоре в Кильской бухте. На этом фоне заявление канцлера Мерца выглядит уже не предупреждением, а констатацией. Мы не находимся в состоянии войны, но и не живем в мире. Он перечислил все, от кибератак до политических убийств, и добавил: почти каждый второй предприниматель уже почувствовал это на себе. НАТО следит, но как думаете вы, следит ли достаточно внимательно? Свои ответы не забывайте написать в комментариях под этим видео. Киев предупреждает Орбана, что не намерен больше терпеть. На границе Украины с Венгрией зафиксированы разведывательные дроны, и если они появятся снова, то будут ликвидированы. О странной активности в небе президент Украины сообщил в вечернем обращении. По его словам, военные доложили об очень странных событиях. Речь идет о дронах-разведчиках, замеченных на украинско-венгерской границе. Зеленский дал прямое указание провести полную проверку и при следующем вторжении в воздушное пространство немедленно реагировать. Була доповідь наших військових щодо, відверто кажучи, дуже дивних подій на кордоні між Україною та Угорщиною. Наші військові зафіксували дрони, і це були дрони-розвідники. Я доручив військовим провести повну перевірку та
наступного разу, якщо такі дрони ще будуть реагувати відповідно для обороны нашей державы. Речь идет именно о дронах, предположительно запущенных с венгерской стороны. Это ставит под вопрос не только добрососедство, но и безопасность западных рубежей Украины в целом. Ответ Будапешта не заставил себя долго ждать и звучал резко. Глава МИД Венгрии Петер Сиярту в хамской манере отверг заявление Зеленского и обвинил Киев в провокациях. Дальше была не менее жесткая реакция Киева, запрет на въезд сразу нескольким высокопоставленным военным и снова ответ Венгрии. Венгрия – суверенное государство, правительство проводит суверенную политику. Мы делаем то, что соответствует интересам нации, защищаем безопасность венгров и держимся в стороне от войны, происходящей у наших соседей. В то же время я понимаю разочарование министра иностранных дел Украины. До сих пор им не удалось втянуть нас в их войну. И какими бы неуклюжими не были его выпады, в будущем им этого не удастся. Зеленский подчеркнул, Украина стала лучшей в Европе по защите от дронов и готова делиться опытом, но перед этим должна защитить собственное небо. Громкое эхо дела Эпштейна. В свежем массиве бумаг всплыли неожиданные персонажи. Вдруг там появились те, кто или слишком много об этом говорил, или не говорил совсем. Илон Маск и принц Эндрю. Без деталей и комментариев. Просто сухие строки в журналах. Кроме них, Стив Беннон, Питер Тиль и Билл Гейтс. Все эти имена всплыли в новых документах по делу Джеффри Эпштейна, обнародованных демократами в Конгрессе США. Архив вызывает все больше неудобных вопросов, хотя прямых обвинений в адрес известных персон нет. Их близость к скандальному финансисту снова под особым вниманием. Принц Эндрю фигурирует в списке пассажиров рейса из Нью-Джерси во Флориду в мае 2000 года. Вместе с Эпштейном и его соратницей Гизлейн Максвелл. Позже Букингемский дворец подтвердил, что в этот период принц находился в США. В архиве также упоминаются встречи с другими фигурами, в частности, обед с Питером Тилем в ноябре 2017 года, завтрак со Стивом Бенноном в феврале 2019 и планируемая встреча с Биллом Гейтсом в декабре 2014. Сам Гейтс в 2022 году признал, что общение с Эпштейном было ошибкой. Напомню, Эпштейн якобы покончил с собой в тюрьме в августе 2019-го, ожидая суда по обвинению в сексуальной торговле. Первая волна расследований против него началась еще в 2008-м после обвинений в растлении несовершеннолетних. В Молдове до выборов осталось всего несколько дней, а Центр избирком уже успел убрать с гонки одну из ключевых партий. Скандал, как водится, с российским следом. ЦИК запретил участие в парламентских выборах пророссийской партии «Сердце Молдовы». Ее кандидаты исключены из списков. Решение основано на постановлении апелляционного суда Кишинева, который заморозил деятельность партии на год. Минюст добился этого после обысков и возбуждения дела подкупе, незаконном финансировании и отмывании денег. Партии дали сутки на замену выбывших кандидатов. «Сердце Молдовы» входило в пророссийский блок главного оппонента прозападной партии «Действие и солидарность», которая с 2021 года контролирует парламент, но сейчас рискует утратить позиции. Лидер отстраненной партии Ирина Влах обвинила власти в политической расправе и режиссуре спектакля. Это была цитата. Накануне ей запретили въезд в Латвию, Эстонию и Польшу. Об этом поговорили с экспертом, который занимается регионом уже долгие годы. Минусом всей этой истории это то, что в свое время Санду не послушалась рекомендаций и не упустила в активную политическую кампанию, электоральную кампанию партии демократического направления проевропейского, которые могли с ней формировать большинство в будущем парламенте. ПАС выжег все политическое пространство. Сейчас стратегия строится на том, что голосуйте только за ПАС, а все остальные являются или агентурой, или маргиналами. Это может привести к тому, что у ПАС и у Санду не хватит голосов для формирования большинства в парламенте, и придется блокироваться с условно пророссийскими политическими силами, что будет означать существенные проблемы для формирования правительства и последовательности европейского курса или проукраинского курса Кишинева. Одновременно молдавские власти усиливают давление на другие возможные очаги дестабилизации. За неделю до выборов проведены 250 обысков, задержаны более сотни человек. У большинства подозреваемых обнаружили связи с Россией и Сербией. Якобы они там прошли обучение и готовили акции для раскачки ситуации на местах.
Политический скандал. Президент должен покинуть страну. США аннулировали визу президенту Колумбии Густаво Петро после его появления на улицах Нью-Йорка и призыва американским военным не подчиняться приказам Дональда Трампа. Госдеп назвал его действия безрассудными и подстрекательскими, заявив, что речь идет о попытке спровоцировать неповиновение в армии. Эта глобальная сила должна быть больше, чем армия Соединенных Штатов. Поэтому отсюда, из Нью-Йорка, я обращаюсь ко всем солдатам армии США. Не направляйте оружие на людей. Не подчиняйтесь приказам Трампа. Повинуйтесь приказам человечности. Новый виток эскалации после того, как в этом месяце Дональд Трамп лишил сертификации Колумбию в борьбе с наркотрафиком, фактически поставив ее в один ряд с Венесуэлой, Боливией, Афганистаном и Мьянмой. На международной арене Петро выступает одним из самых жестких критиков войны в Палестине. Разорвал дипотношения с Израилем, обвинил Биньямина Нетаньяху в геноциде и запретил экспорт туда. С трибуны Генассамблеи ООН он ударил и по Вашингтону, заявил о провале войны с наркотиками, потребовал расследовать операции США в Карибском бассейне и раскритиковал поддержку израильского наступления. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.